Ну что, мы с вами заходим в интересное место. Мы находимся в ГУМе. Вот за мной ГУМ. Государственный универсальный магазин. Привет, меня зовут Марина. Это канал Russian Language Hub, где мы учим русский язык. Но это видео будет не о русском языке, на русском языке, о интересных местах в Москве. И это видео будет необычное, потому что в этом видео я вас познакомлю со своей подругой. Она экскурсовод, и она будет рассказывать о ГУМе, об интересном месте в Москве, а мы же будем задавать вопросы. А вот моя подруга Арина. Привет. Экскурсовод. И она сегодня будет для нас проводить экскурсию по ГУМу. ГУМ – это главный универсальный магазин, так? Да, Почему все он верно. так называется? На самом деле, изначально это место называлось Верхние торговые ряды. Давайте, наверное, чуть-чуть опустимся вглубь веков и скажем о том, что на Красной площади торговали практически всегда. То есть это не туристический центр? Конечно, раньше Москва не была туристическим городом. Мы с вами говорим примерно о времени, начиная с 12 по 16 век. Это город, который в свое время стал столицей Московского княжества, потом русского государства, но разрастался он постепенно, начиная от Кремля, и следующая территория, которая приросла, называлась словом «посад» или «торговые ряды». То есть здесь конкретно торговали всегда. Что случилось потом? Потом, в 16 веке, государь-император решил, что грязные торговые ряды прямо рядом с местом, где живет царская семья, это как-то чересчур некрасиво, да, некрасиво, слишком многолюдно, и поэтому было решено упорядочить, то есть создать так называемое торговое место. Их получилось 3. Нижние, средние и верхние торговые ряды. Вот верхние торговые ряды в дальнейшем стали называться ГУМом. Кто же это название дал? Название это дал непосредственно Владимир Ильич Ленин в начале 20-х годов 20 века. Очень интересно. А я предлагаю пойти и погулять по ГУМу, послушать интересную экскурсию Арины. Пойдемте. Мы идем с вами по зданию ГУМа, которое было построено в 1893 году. Давайте я чуть подробнее расскажу, потому что это очень интересная история. В 1890-х годах Московское купечество понимает, что здание, которое было и принадлежало верхним торговым рядам, начинает приходить в упадок. И они объявляют конкурс. Конкурс, чтобы не было никакой коррупции и победил действительно самый классный, самый потрясающий проект, конкурс объявляется безымянным. То есть нельзя было ставить свою фамилию архитектором. Как же они подписывались? Потрясающим образом. Проекты имели следующую подпись. 1 ум хорошо, а 2 лучше. Московскому купечеству. Лучший город на земле. Подводя итоги конкурса, победил архитектор Померанцев, который и предложил этот проект. Итак, еще раз мы вспоминаем, что это конец 19 века. У нас на царствовании государь-император Александр III. Про него говорили истинно русский император. Косая сажень в плечах и борода лопатой. Поэтому побеждает стиль а-ля Рус. Что это значит? Это значит, что мы видим с вами истинно русские украшения. Что это? Это колонны бочонки. Это теремки. Теремки мы увидим с внешней стороны здания. Это своды, как в храме. Изразцы. Их тоже видно с внешней стороны нашего здания. Здание строят всего лишь 3 года. Опять же, вспоминаем, что это конец 19 века.
строительство происходит только 6 месяцев в году. В Москве могут строить только с мая по октябрь. В остальное время года строить невозможно. За 3 года возводят этот потрясающий пассаж. И к моменту возведения это самый крупный пассаж в Европе. На открытие пассажа приезжает сын царя-императора, тогдашний градоначальник Москвы Сергей Александрович. Это брат Николая II. Значит, чем было поразительно это здание, кроме его размера? Крыша. То есть мы видим с вами стеклянную крышу. Стеклянную крышу называли стеклянные небеса. Кроме этого, здание сразу претендовало по нашим меркам практически на торговый центр, потому что имело свой банк, свой телеграф, свою личную электростанцию, свой водопровод и ателье. А это первый водопровод в Москве? Водопровод не первый, но в торговом центре первый. То есть это первый торговый центр с водопроводом. Уже тогда были вот эти вот маленькие комнаты, бутики? Да, то есть внутренний вид практически не изменился. Магазинчики заполнили самые популярные бренды того времени. Здесь вы могли купить сладости от поставщика двора Его Величества Абрикосова. Здесь вы могли в магазине приобрести часы от Калашникова. Да, тогда Калашников выпускал не только автоматы, но и часы. Более того, такие часы были у Чайковского. Здесь вы могли купить парфюмерию, но не артикули, а тогда известного на весь мир российского бренда Бракар. ГУМ сразу заполнился магазинами, здесь открылось более 1000 магазинов. Магазины были по цене для богатых аристократов, для бедных обычных людей. В тот момент, конечно же, магазины в первую очередь предполагали, что в них приходят купцы и купечество. Но замечу, что тот же Бракар выпускал продукцию за 1 копейку. То есть у него были наборы, в которые входило мыло, которое стоило 1 копейку. То есть его мог позволить себе любой житель Москвы. Интересно, 1 копейка тогда, это сколько сейчас рублей? Сложно сказать, как это пересчитать на нынешние деньги, но давайте вот что еще можно сказать по поводу денег, что аренда одного магазина в месяц стоила от 1 рубля. Что можно было купить в месяц на 1 рубль? На 1 рубль можно было купить песцовую шубу. То есть аренда магазина здесь была всегда дорогой. Ты сказала, что здесь находились бренды, бутики русских купцов. Да. Калашников, парфюмерия, да. Бракар. Были ли здесь иностранные производители, иностранные бренды? Иностранные бренды изначально представлены не были, потому что в Российской империи в основном купцы, если и продавали импортный товар, то они его закупали, а продавали уже сами. То есть как бы вторичный импорт, скажем так. Потом, конечно же, сюда пришли и иностранцы, то есть иностранные бренды. А сегодня в ГУМе почти все это иностранные производители. Ну, скажи, да. Почему называются линии? Это те самые верхние, нижние и средние ряды? Потому что в ГУМе ведь 3 линии. Нет. Ряды как были, вернее, как в момент открытия ГУМа, ряды уже как бы упразднились. То есть мы уже забываем о том, что до этого были нижние, средние и верхние. Но так как ГУМ всегда строился как упорядоченные, то есть хотели упорядочить торговлю, поэтому изначально разделили магазин на линии, их 3 и на этажи. При этом на самом первом этаже были самые дорогие товары, на втором подешевле, а на 3-м этаже, кстати, стоит заметить, что находился один из самых необычных ресторанов того времени. Так, здесь поподробнее, интересно. Да, он принадлежал купцу Мардьянову. Чем же он был необычный? Сейчас бы мы назвали его фудкортом, потому что у него было
7 общих залов, 16 индивидуальных кабинетов и 4 буфетных стойки. Посередине магазина находился бассейн, в котором плавала живая рыба, которую можно было заказать к своему столу. Например, астраханского осетра. Как интересно. Первый фудкорт в России. Да, можно так сказать. На 3-м этаже. А сейчас на 3-м этаже в том же самом месте находится столовая. Столовая, да. Кстати, очень Кстати, бюджетная. о столовых. Мы, в принципе, к ним уже подошли. Время шло, да, и в 20 веке произошла революция, в результате которой к власти пришли большевики. Значит, с момента прихода большевиков к власти ГУМ сразу национализируют, он становится государственным. Торговля здесь прекращается на целых 4 года. С 1917 по 1921 год здесь не торгуют. Что же это здание стояло пустым, никому не нужным? Никогда. Во-первых, наоборот, в Москве в 20-х годах 20 века жуткая недостача площадей. Кого здесь помещают? Значит, сюда приезжают наркоматы ведомства, сюда переезжает ЦИК, это Центральный комитет, и сюда переезжает ведомство, которое занималось так называемое ведомство внутренних дел или НКВД. Так как здесь заполняются, то есть здесь появляются конторы, да, здесь сидят разные ведомства. Людям, которые работают в этих ведомствах, нужно что-то кушать. Так вот, здесь открывается сразу 3 столовых. То есть в тот момент ГУМ известен тем, что здесь вы можете встретить товарища Дзержинского, и здесь вы можете недорого пообедать в столовой. ГУМ всегда выглядел именно вот так вот, такие же расцветки. У нас с вами сохранились в основном черно-белые фотографии, то мы предполагаем, что он был примерно такой же. То есть сказать, что он внутри был какой-то голубой или зеленый, точно нет. Видно, что это приглушенные цвета. Скорее всего, они примерно такими же и были. По материалу это был всегда камень? Да, это всегда был камень, да. Как отреагировали москвичи на то, что построили такой грандиозный магазин именно в 19 веке? ГУМ всегда был любимым местом москвичей и москвичек. Сюда любили приезжать зажиточные москвички и покупать здесь все, начиная от парфюмерии и заканчивая нарядами. А также здесь можно было продефилировать и показать свой красивый наряд. Всегда было место встречи у фонтана? Место встречи у фонтана, да. Фонтан, кстати, мы о нем не поговорили. Фонтан появился сразу. То есть вот в этом вот здании, которое проектировал Померанцев, изначально был фонтан. И для конца 19 века это вообще просто чудо из чудес. Потому что предположить, что фонтан может быть в здании, очень тяжело. И самое интересное, что архитектор Померанцев, что он продумал? Он продумал следующее. Фонтан стоит на куполе, то есть под фонтаном содержится купол. Это что такое? Там находился храм внизу? Нет, но это некий намек. Конец 19 века – это в России самый популярный такой лозунг, 3 понятия – самодержавие, народность и церковь. И вот это помещение, оно должно было в себе все эти 3 понятия содержать. Да? Мы же не забываем, что оно находится на Красной площади, прямо напротив Кремль, то есть это место нахождения царей в Москве. Да? Мы вспоминаем, что 19 век столица у нас в Санкт-Петербурге, но Москва – это первопрестольный город. Здесь венчают на царствование до сих пор всех российских императоров. В Успенском соборе. В Успенском соборе Кремля, да. И, соответственно, в Кремле их место жительства, да. Приезжая в Москву, они живут в Кремле. Все-таки цари в 19 веке в Москве были недолго, максимум неделю. Они не были частыми гостями столицы, но приезжать приезжали. А всегда около фонтанов что-то продавали? Это было центральным местом, да? Фонтан с самого начала был местом встречи. То есть москвичи говорили, встретимся в ГУМе
у фонтана. Единственное, что фонтан реконструировали в середине 20 века. Сейчас вот если мы взглянем, то видим, что основание его такое в виде ромба или восьмиугольника, а раньше основание было круглым. И про купол, вот это мне стало интересно, это я точно не знала, как купол, то есть под фонтаном, под водой видели что-то прозрачное? Под фонтаном, да, находился купол. Опять же, это некая отсылка к православию, самодержавию и народности, к вот этим вот трем понятиям, которые были очень популярны в 19 веке. И, собственно, и стиль этого здания а-ля Рус, он тоже про это. Православие, самодержавие, народность. Поэтому стиль а-ля Рус – это возврат к 17 веку, к возникновению России как империи. Ну да, и вот поэтому, эти вот своды, да, своды, которые посерединке венчаются так называемой шишечкой. Это вот истинно русский архитектурный стиль. Поэтому и фонтан как бы зиждется на куполе, который в свою очередь символизирует православие, да, то есть купол – это обязательная верхняя часть храма. У храма обязательно должен быть купол. И здесь в этом плане фонтан тоже как бы стоит на куполе, то есть на таком основе православия. И поэтому и сверху, да, над фонтаном купол. Сводчатый, да, тоже венчает. То есть купол внизу и купол вверху. Над нами Бог. В любом случае, что бы здесь не продавалось, Господь с нами, Он освещает это торговое место. Давай в 20 век. Да. Кто здесь жил? Даже не интересно, кто здесь работал, мы уже знаем, ты назвала ведомство, а кто здесь жил? Да, 20 век поразительно отразился на судьбе ГУМа. Итак, значит, часть ГУМа была отдана, вы не поверите, под коммуналки. Конечно, коммуналки. Здесь, да, коммунальные квартиры. Конечно же, здесь Хотела бы я жить в коммуналке. Не мог поселиться любой житель Советского Союза, но если ты был высокопоставленным членом НКВД или же наркомата продовольствия, то ты вполне мог жить в ГУМе. Здесь проживало 22 семьи. Но нельзя... Коммунальная квартира – это именно то, что мы представляем. Одна кухня, один санузел. Вот немножко не так здесь. Самое интересное, что кухни здесь не было вообще. Столовой, зато было 3 столовых. Да, было 3 столовых. Где можно было еще есть? Можно было купить газовую горелку, на которой готовить еду прямо у себя в комнатке. Более того, здесь не было водопровода, поэтому если вдруг, в коммунальных квартирах не было водопровода, если вдруг вам захотелось пить, то нужно было спускаться только на 1-й этаж и набирать воду в общественном туалете, который был построен, опять же, в конце 19 века. И тогда, кстати, он был новаторским, потому что он был отделан натуральным камнем, а сантехнику доставляли из Англии. И вот в этом вот туалете жители коммуналок набирали воду, и в него же, собственно, они ходили в туалет. То есть прикол был в том, что в коммунальной квартире не было ни кухни, ни общественного туалета. Общественный туалет как был в ГУМе на 1-м этаже, так он остался. И все жители коммуналок ходили туда. Вроде бы хорошо жить в ГУМе, но не очень удобно. Но не очень. Но зато в ГУМе был свой кинотеатр. И после работы вы могли зайти в кинотеатр и посмотреть фильм. Известен, кстати, этот кинотеатр стал широко известен благодаря довольно-таки трагическому событию. 1934 год. Умирает первая жена Сталина, Надежда Аллилуева. Умирает она в Кремле, но тогда вход в Кремль запрещен, а нужно где-то устроить панихиду. Панихида была здесь. В кинозале. Да, в кинозале ГУМа. Мы не знаем, правда ли нет, но говорят, что это первый и единственный раз, когда на прощание с женой Сталина видели в слезах.